Здравствуйте, мои друзья! Сегодня мы с вами приготовим вкуснейший десерт. Он подходит к еврейскому празднику Шавуот. Это абрикосовый торт со сливочным кремом. Готовится просто, быстро и получается вкуснейшим. Нам понадобится 500 грамм абрикосов. Нам нужно удалить косточку и нарезать абрикосы тонкими пластинками. Пошаговый рецепт вы сможете прочитать в описании под видео. Вот такой толщины у нас получаются пластинки. Противень у меня стандартный 30 на 40 сантиметров. Я его выстелила пекарской бумагой. Если вы не уверены в качестве своей бумаги, смажьте ее растительным маслом. Нам нужно выложить нарезанные абрикосы в один слой. Для теста нам понадобится 2 яйца, 10 грамм ванильного сахара, щепотка соли, 60 миллилитров растительного масла без запаха и баночка сгущенки, это 380 грамм. И все венчиком нам нужно до однородности размешать. Муки нам понадобится 160 грамм, это стакан объемом 250 миллилитров. К муке мы добавляем 10 грамм разрыхлителя и все это просеиваем в миску, венчиком перемешиваем. Тесто должно быть без комочков, однородным. Вот такой по консистенции у нас получается тесто. Оно лентой стекает с лопатки. Выливаем тесто на абрикосы, стараемся сделать это как можно ровнее, чтобы наш бисквит был красивый и ровный. Духовка у меня заранее разогрета на 180 градусов, режим вверх-вниз. Будет печься наш бисквит вместе с абрикосами до румяности 15-20 минут. В моей духовке он пекся 16 минут, проверяем его на сухую зубочистку. Передерживать в духовке бисквит не нужно, он выпекается быстро. Убираем бисквит с противня, чтобы он быстрее остыл. Пока он остывает, делаем крем. 250 грамм сыра маскарпоне, 2 столовые ложки сахарной пудры и 250 миллилитров холодных жирных сливок. У меня 38% жирности. Все это мы взбиваем в пышный крем. Здесь нужно следить, чтобы не перевзбить крем, чтобы он не превратился в сливочное масло. Вот такой крем у нас получился. Остывший бисквит переворачиваем на чистый лист пекарской бумаги. Лист, на который пекся бисквит, снимаем аккуратно. Посмотрите, какой красивый, сочный бисквит у нас получился. Он похож на леопарда. По длинной стороне нарезаем бисквит на 3 части. У нас получится 3 пласта, 13 на 30 сантиметров. Блюдо, на котором мы собираем торт, я выстелила полосками пекарской бумаги, чтобы оно осталось чистым после сборки. Крем я переложила в кондитерский пакет, чтобы нам ровным слоем намазать крем на пласты бисквита. Мне так удобно это делать. Друзья мои, если вам нравится видео, ставьте лайк. Это поможет продвижению видео. Его увидит большее количество зрителей. Прелесть этого торта в том, что бисквит не нужно пропитывать. Крем стабильный. И после сборки сразу можно уже есть этот торт. Но, конечно, лучше, если он постоит хотя бы пару часов в холодильнике. И бока, и верх я смазываю тоже кремом. Украсить торт вы можете так, как подсказывает вам ваша фантазия. Я решила его украсить лепестками миндаля. Мне кажется, что он очень подходит к этому торту. Он получается таким нежным, воздушным. И так как этот торт пойдет на праздничный стол, на праздник Шавуот, я вот решила еще такими розочками из крема его украсить и ломтиками абрикосов. По-моему, получается очень симпатично. Собрали торт, убираем полоски пекарской бумаги. Как видите, блюдо осталось чистым. У меня торт постоял час в холодильнике. Сейчас мы его будем разрезать и пробовать. Режется он прекрасно. Посмотрим, какой он в разрезе. Посмотрите, какой он красивый. Какие ровные слои. И вот эти яркие ломтики абрикоса. Посмотрите, какой он мягкий. Пробуем. Друзья мои, это фантастически вкусное сочетание бисквита на сгущенке, сливочного крема и вкуснейших абрикосовых ломтиков. Приготовьте это так просто, так быстро и так вкусно.